Всем доброго дня! Сколько бы я ни готовила разных тортов, торт «Спартак» все равно остается самым любимым тортом в моей семье. Этот торт достаточно бюджетный. На приготовление «Спартака» вы потратите всего 2,5 часа. Как я готовлю торт «Спартак», предлагаю посмотреть прямо сейчас. Для торта «Спартак» нам понадобятся вот такие ингредиенты. Чтобы не задерживаться долго на кухне, нужно правильно организовать процесс работы. С самого начала поставим сметану для отстаивания. Берем простую магазинную сметану жирностью 20% и выкладываем ее в сито с марлей. Ставим сметану в холодильник на отстаивание. А за это время займемся тестом. Берем простую металлическую миску, в которой будем замешивать тесто. Выкладываем туда яйцо, сахар, какао, молоко, маргарин, мед. И ставим миску с ингредиентами на паровую баню. Для теста нам нужно заварить шоколадную заварку. Нам нужно нагревать эту массу до тех пор, пока все ингредиенты не растопятся и до полного растворения сахара. Масса будет нагреваться примерно 5-6 минут, а проверить, растворился ли сахар, можно с помощью пальцев. После этого, как сахар растворился, снимаем миску с паровой бани и оставляем эту массу охладиться до комнатной температуры. После того, как масса охладилась, будем замешивать тесто. Берем соду, гасим соду уксусом, хорошенько вымешиваем все это в массе и теперь постепенно будем подсыпать муку. Муку можно подсыпать так, как вам удобно, в 2, в 3, в 4 приема. Замешивать тесто можно ложкой, можно рукой, как кому удобно. Я пробовала много разных рецептов торта «Спартак», но остановилась на этом, потому что он для нас кажется самым вкусным. «Спартак» по этому рецепту получается очень влажным, таким сочным, вкусным, неприторным. Его можно кушать килограммами, и он не надоедает. Вот это уже готовое тесто. Оно достаточно мягкое, такое эластичное, очень легко раскатывается. После того, как мы замесили тесто, включаем уже духовку на 170 градусов. Пускай нагревается, а за это время раскатаем коржи. Перед раскаткой подготовьте себе пергаментную бумагу. Нам нужно будет 7 листов пергаментной бумаги. И начинаем раскатывать. Немного подсыпаем муку. В принципе, тесто не липнет, но с мукой все равно как-то проще. Раскатываем пласт до полсантиметра. Это можно делать на рабочей поверхности или вот на пергаментной бумаге. Я раскатываю на пергаментной бумаге, так достаточно проще. Из этой порции теста у нас получается, если прямоугольник 20 на 21, к примеру, у меня получается 7 коржей. Раскатываем все коржи, они спокойно могут лежать себе на пергаменте. Чтобы вырезать из теста ровный квадрат или прямоугольник, сделайте себе такую заготовочку из простого листка бумаги формата А4. И по этой заготовке очень быстро все делается. После раскатки всех коржей ставим в духовку для выпекания. Я ставлю по 2 штуки. Выпекаются коржи при 170 градусов 8-9 минут. После выпекания оставляем охладиться. Эти коржи достаточно тонкие, поэтому пекутся и охлаждаются очень быстро. После чего пергаментная бумага, в принципе, снимается очень легко. Если на корже остались следы муки, убираем это все силиконовой кисточкой. Вот такой тонкий корж получается в полсантиметра. Они достаточно твердые. Теперь переходим к крему для «Спартака». Как это уже понятно, он будет состоять из сметаны. Вот после отстаивания сметана превратилась вот в такой густой,
упругий крем. И в сметану мы добавляем всего-навсего 40 граммов ванильного сахара. Вымешиваем ванильный сахар в сметане, чтобы он растворился. В этом рецепте у нас получается сладкие коржи, а крем будет совершенно не сладкий. После чего переходим к перемазыванию коржей. Здесь все элементарно. Крем накладываем тоже где-то полсантиметра, выравниваем его по поверхности коржа. Перемазываем все коржи друг за другом и немножко нужно оставить на бока торта. Замазываем кремом еще бока торта, чтобы коржи хорошо пропитались. Торт получается достаточно высокий. Верх торта мы зальем гибкой шоколадной глазурью. И для того, чтобы она ровно застыла на торте, обворачиваем торт фольгой. Она позволит торту хорошо пропитаться, так как будет удерживать влагу. И с другой стороны станет формой для глазури для торта. Глазурь готовится тоже очень просто. Нам нужно 70 грамм шоколада темного и 100 грамм сгущенки. Сгущенное молоко должно быть теплым, нагретым. Выливаем сгущенку к растопленному шоколаду и просто вымешиваем. У нас получается вот такая аппетитная глазурь. Заливаем верх торта этой глазурью. Хорошенько разравниваем лопаткой, если глазурь уже тянется. В принципе, все. Это готовый Спартак. Но чтобы он был таким, как я вам рассказала, оставляем торт Спартак пропитываться на целую ночь в холодильнике. После пропитки снимаем фольгу, и торт готов к уничтожению, поеданию. Если вы идете в гости или ждете гостей, конечно, лучше обрезать края торта по бокам. Так торт будет выглядеть более эстетичнее и оригинальней. Размер торта у меня получился 20 сантиметров на 21 сантиметр, высота 8 сантиметров, вес торта 2,5 килограмма. Помните, что для удобства зрителей рецепт всегда пишется еще в описании под видео, если вам сложно читать на экране. Торт по этому рецепту очень легко режется, если только глазурь не слишком твердая. Очень мягкий, как видно на видео. Липнет к вилке, влажный. Во рту просто тает. Кто захочет его испечь, приятного аппетита. Если будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. На этом пока все. До скорой встречи в следующем видео.